История съемок мексиканского фильма может быть рассмотрена с двух разных точек зрения. Либо цепь случайностей, либо какая-то судьба, потому что Эйзенштейн внешне попал случайно в Мексику. 3 человека, Эйзенштейн, Александров и Тиссе, они поехали в Мексику не от хорошей жизни снимать, потому что 29-й год и 2 фильма Эйзенштейна очень кисло встретили наверху. И когда он был на встрече со Сталиным, и он сказал: Иосиф Виссарионович, дайте нам заграничную командировку, я хочу изучить технику звукового кино. 29-й год вообще появляются первые звуковые фильмы. Эта индустрия только начинает набирать оборот. Он получил разрешение личное под честное слово возвращение в Советский Союз. Ну уж просит у вождя, жалко, что поезжай. И в это время появился представитель Paramount. Они предложили Эйзенштейну снять фильм в Голливуде. Вокруг все кричало о том, что тебе надо посмотреть Эйзенштейна. До сих пор «Потемкинская лестница» — это как бы каноническая сцена, и революционная для того времени. И, как обычно делал Голливуд в это время, они скупали таланты по всему миру, перевозили в Америку, тем самым, обогащая Голливуд, ослабляли конкурентов. Американцы очень такие, знаете, люди, стоящие твердо на земле. Да? Им совершенно не нужны были народные массы, которые там бегали. Им не нужен был новый Октябрь или новый броненосец Потемкин. Эйзенштейн приехал со своей идеей. Он хотел снять фильм «Стеклянный дом», антиутопию. Сюжет, который Эйзенштейн придумал, никто не понял, что они хотят снять. Им нужен был американский фильм, и они рассчитывали, что этот американский фильм будет сделан руками, головой и глазами Эйзенштейна, Александрова и Тиссе. Эйзенштейну предлагали жанровое кино. И Эйзенштейн написал еще несколько сценариев, все они отклонялись. Сценарии были признаны удачными, но не целесообразными для экранизации. В результате вся поездка, которая была, на которой было затрачено, в общем, какие-то деньги, да, это все кануло. И Эйзенштейну расторгли договор. Телеграмма из Голливуда сообщает о разрыве с Paramount'ом. Они не хотят политически рисковать, и контракт нарушен с сегодняшнего дня. Тогда появилась необходимость что-то сделать, потому что все сказали: стыдно. Приехали великие кинематографисты и не познакомились со звуком. Была надежда на Голливуд. Это не пошло, поэтому вот они так уцепились за эту идею с мексиканским фильмом. Для того, чтобы получить деньги, Чаплин посоветовал обратиться к Кэптону Синклеру, который был левым писателем и всячески себя позиционировал как друг Советского Союза. Даже был в личной переписке со Сталиным. И ему было непросто убедить кого-то в том, что эти люди заслуживают снова доверия. И было решено, что будет создан трест специально для производства мексиканского фильма, и права на фильм делятся на прокат в Советском Союзе Эйзенштейна, соответственно, Совкино, а все права на мировой прокат остаются у этого Mexican Film Trust. Вечером составляем план на завтра. Нужно все купить, и, если будут визы, ехать в Мехико-Сити. Разговариваем долго и обсуждаем, как поступить. Решаем ехать. По-русски это было, как всегда, да, наобум. А с радостью уцепились за это. Предполагалась небольшая экспедиция на пару месяцев, а потом монтаж и возвращение в Советский Союз. И они поехали, конечно, в неизвестность. Где-то с 1926 года постоянно растет напряжение среди мексиканской политической элиты по отношению к Советскому Союзу и коммунистам. Потому что неоднократно появляются свидетельства, что представители советского посольства так или иначе причастны к забастовкам. Диего Ривера сыграл роль в том, что Эйзенштейна и его группу пустили в Мексику из Америки. Левая тема была модна, коммунизм был моден, Эйзенштейн. Против этого выступали, и их преследовали. Да? Но это обладало таким, какая-то фронта такая, что ли, была. В этом смысле последней каплей стал январь 1930 года, когда мексиканское правительство получает депешу из своего посольства в Берлине, в которой говорится о том, что в Мексике готовится массовое коммунистическое восстание. На этом фоне отношения дипломатические с Советским Союзом были разорваны. Поэтому советские паспорта были совершенно не признаны как паспорта, по которым можно в Мексику въезжать, и поэтому они были арестованы. Естественно, что его сразу берут в оборот. Мы забираем аппаратуру и выходим на улицу. Нас окружают 5-6 персон. Просят пройти в полицию для разъяснения. По дороге выясняется, что мы арестованы. По улице мы идем отдельно, парами, и нам запрещено говорить по-русски. Агенты не понимают. Полиция думает, что мы коммунисты и специалисты по пропаганде. За них вступились творческая интеллигенция, потому что там могли и расстрелять. Все говорят о том, что обаяние Эйзенштейна и Александрова и Тиссе сыграло очень большую роль в том, что их везде принимали как своих. Мексиканцы, они похожи на русских.
каким-то внутренним ощущением. И они вообще очень русских любят. Когда говоришь, что ты русский, они прям вот так. Симпатия нашим кинематографистам была во многом еще и симпатией к тому эксперименту, который производился после революции у нас, с надеждой на то, что будет построен социализм. Вот именно эти чувства двигали простыми мексиканцами, которые помогали группе Эйзенштейна ездить по стране. Для них этот мексиканский фильм – это источник мексиканской кинематографии. Многие и кинокритики, и будущие кинорежиссеры, операторы работали на съемках этого фильма в Гассиенде, в частности. Тиссе рассказывал своим ученикам, что такое сочетание мексиканского солнца, американской пленки и немецкой оптики. Он говорит, вот что мне подыгрывало. Я удивлен, что 3 человека, огромные кинокамеры, сняли такую прорву материала. Прямо всю Мексику объездили, там все сняли прекрасно. Как это удалось, непонятно. Эйзенштейн начал делать фильм «Историю Мексики», а не просто обзор географии. Он осознал, что то, что в России существовало в церквях, как наследие византийской эпохи, в Мексике вдруг стало существовать как внешняя стена, обращенная к народу. Это фрески Риверы, фрески Ороско, которые потрясли его своей смелостью, своими невероятными ракурсами. Что такое мурализм? Мурализм — это не случайная стенка, расписанная яркими красками. Мурализм — это образовательная, поучительная картина, которая расположена в важном общественном месте. Но если понять экран как стену, он писал, мы тоже, кинематографисты, пишем светом на стенах мира. И именно поэтому это фреска была, это кинофреска, конечно. Стиль композиции кадра был одной из основных проблем формы нашего мексиканского фильма. Ибо при всей остроте и типичности мексиканских вещей и видов оформить их так, чтобы передать именно стиль и дух Мексики, крайне трудно. Заказчики, фактически Mexican Film Trust, просто не понимал, что снимает Эйзенштейн. Они считали это капризом, они считали, что Эйзенштейн все время увлекается новыми сюжетами. Потому что у этого фильма, дорогие, не было сценария. Каждая новелла была прописана эскизно. Это была чистая импровизация. И в результате это привело к тому, что с американцами усложнились отношения до критических. Почти на 1,5 года затянулась экспедиция. Но по большому счету, думаю, фильм не мог быть закончен. Пришла телеграмма от Сталина Синклеру, стало ясно, что надо было возвращаться. Синклер, конечно, не хотел ссориться со Сталиным. Он прекратил финансирование фильма. Вся компания Тиссе, Александров, Эйзенштейн довольно срочно эвакуировались, бросив и не доделав работу до конца. Весь 1932 год он надеялся, что Синклер все-таки материал пришлет. И когда это не случилось, мне рассказывали, что Сергей Михайлович был на грани самоубийства. Материал «Que Viva México» был отнят у меня группой, финансировавшей фильм и отказавшейся переслать его мне в Москву для монтажа. В дальнейшем из этого материала было сделано 3 фрагментарных самостоятельных фильма, очень скверно смонтированных не нами и совершенно искажавших все наши замыслы. Спустя много лет, когда материал приехал в Советский Союз, Григорий Васильевич Александров, который был еще жив и который очень хотел закончить этот фильм, Режиссер Григорий Александров и монтажер Исфирь Тобок восстанавливают фильм «Да здравствует Мексика», снятый в начале 30-х годов Сергеем Эйзенштейном и Эдуардом Тиссе. По-разному к ней относятся, и она была в духе времени, и музыка там в духе времени, и сопроводительный текст, и голос Бондарчука. Бондарчук все-таки очень с большим пиететом, насколько я знаю, относился к Эйзенштейну. Но то, что книги Эйзенштейна и раскадровки его были в доме, это факт. Если посмотреть на то, что было проработано, как двигаются камеры, стрелки все, то есть это я видел на рабочем столе у отца. И ему дали читать текст Эйзенштейна. Это был привет одного режиссера, одного Сергея, другому Сергею, да? Но у Бондарчука был очень красивый голос, не забудьте. Возможно, Александрову показалось, что озвучание фильмом именно Бондарчуком принесет какую-то новую лепту. И понятно, что само имя Бондарчука в титрах – это уже гарантия того, что очень большое и государственное, и художественное значение. Почему это предложение поступило? Понятно и очевидно. Вот другой вопрос, как тема мексиканской революции появилась в творческой жизни Бондарчука. Я не знаю, насколько это связано с его замыслом фильма «Красные колокола», который он снимал. И вот сейчас мне предстоит снимать фильм о мексиканской революции. Конечно, я буду стараться воссоздать и быт, и достоверность в обстановке, в характерах, в событиях. Но и все-таки
это буду делать я. Обоих их интересовала вот одна и та же тема. Когда Григорий Васильевич закончил монтаж фильма, конечно, это было сенсацией. И это было приурочено к Московскому фестивалю. Потом появилась еще одна версия. Это Олег Ковалов сделал к столетию Эйзенштейна мексиканскую фантазию. Он не претендовал на восстановление полностью, но он вытащил очень много кадров, которые не попали ни в один из предыдущих вариантов. Александр что делал? Брал негатив, вырезал кусочек маленький, вставлял его, а остальное выбрасывали. Но Эйзенштейн снимал несколько дублей. И я брал те дубли, которые Александр не использовал. Мы увидели вдруг кадры удивительные, которым пренебрегли все предыдущие монтажеры и режиссеры. Вот эта странная судьба Мексики, она на самом деле обернулась абсолютно уникальной судьбою, потому что все материалы не монтированные существуют. То есть это можно фактически превратить в такое вечное воскрешение фильма. А что фильм «Погибший» не совсем. Я думаю, что на самом деле это фильм, который может еще очень много идей оплодотворить молодых поколений.